Всем привет, это Бенди, и давайте в этом видео сделаем обзор рынка, посмотрим, что происходит, что нам ожидать дальше, потому что на рынке сейчас происходит такая паника, что все падает, все пропало. Так ли это? Сегодня мы узнаем в этом видосике. И давайте начнем сразу с BTC, без церемоний, только поставьте лайк и подпишитесь. Смотрите, что было в BTC в прошлом цикле. Вот у нас прошлый цикл, у нас был ковид-дамп. И после этого, не берем вот это вот боковик, вот то, что тут был, берем именно сам рост, который происходил до максимум 69 тысяч долларов. Посмотрите, сколько тут было коррекций. Была коррекция раз на 31%, вторая коррекция на 26%, на 18%, на 26%, на 54%, даже 55% можно округлить. Потом на 24%, и только потом был поставлен пик. То есть посчитайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть коррекций. Если не учитывать то, что здесь вот еще тоже были коррекции. 6 коррекций на пути к пику. Сейчас смотрим на ситуацию по BTC. Опять же, тоже не берем этот боковик, который тут можно взять за боковик. Тут тоже были куча коррекций, маленьких таких локальных. Берем, сколько у нас была коррекция? 22%. Потом вот этот долгий боковик, коррекция была 33%. И текущая коррекция 28%. То есть всего 3 коррекции на пути. 3. То есть 6 в 2 раза больше, либо 3 коррекции. И опять же, вот 28%, да, у нас было 33, 22 у нас было. Тут тоже у нас это стабильная, нормальная коррекция, типа в 25%, где-то может около 25-20%, это нормальная коррекция по BTC на бычьем рынке. Ничего такого не произошло. Стоит паниковать тогда, когда биток идет ниже 70. Вот 69, вот куда-нибудь сюда, тогда можно уже трубить, что вероятнее всего бычий рынок закончился. Но, меня все равно не отпускает ощущение того, что не может так все просто закончиться. Потому что такие вот обычно сливы жесткие, их потом резко откупают. Это можно посмотреть на истории. То есть вот здесь вот у нас был слив, немножко проторговались и его откупили. То есть обычно такие сливы, вот ковид-дамп тоже посмотрите. Вот ковид-дамп, тогда мы тоже жестко упали, и этот слив тоже откупают. То есть такие сливы обычно, которые происходят очень жестко. Давайте вот с этого пика посмотрим. Ковид-дамп, бам, 73%. А если вот прямо перед началом, то 64%. Вау. И это по битку была коррекция. По битку, по одному из самых сильных активов на рынке. Поэтому я не паникую, я продолжаю покупать. BTC я не покупаю, я именно покупаю эфириум. У меня ставка на альты, на эфириум. Поэтому я остаюсь быком. Также хочу вам показать один интересный график, это BTC CME. У нас здесь находится гэп, и мы его практически перекрыли. Вот здесь вот находится гэп в районе 80-77 тысяч. Вот, то есть на дневном графике здесь у нас находится гэп. Гэп — это ценовой разрыв цены. Даже можно так вот сделать по свечам, под тенью свечей. Вот, это ценовой разрыв цены, то есть цена резко открылась. За счет того, что не было достаточно продавцов, а было много покупателей, произошел разрыв цены. На графике это как имбаланс выглядит, допустим, на обычном графике BTC. То есть, видите, имбаланс. То есть, тут свеча, и она ничем не перекрыта. Но сейчас мы это уже перекрыли. И здесь то же самое имбаланс, гэп. И мы его вот сейчас практически перекрыли. Поэтому это ценовое недоразумение, как говорится, почти у нас перекрыто. Вот осталось буквально чуть-чуть. Мы можем его перекрыть до конца. Можем так уже с текущих получить откуп. Но в любом случае стоит еще попридержать коней. Видите, допустим, вот здесь вот тоже были ценовые разрывы, тоже цена жестко падала, и потом этот ценовой разрыв закрылся. Поэтому такие гэпы, они обычно перекрываются. Это можно на истории посмотреть. Вот здесь вот был гэп, да, мы вроде как растем, но все равно упали, перекрыли гэп и пошли дальше. Поэтому зачастую такие гэпы перекрываются. Можем еще какое-то время упасть, можем упасть вообще до поддержки в 74, в 72, вот сюда куда-нибудь упасть, вот в эту зону, сюда зона поддержки. Вполне может быть, эта коррекция будет больше 30%. И что для BTC нормальная коррекция, это не что-то прям ужасное произошло. Также давайте еще эфириум посмотрим. Эфириум у нас тоже неплохо так корректируется. У нас была здесь такая коррекция мощная. Давайте посмотрим, на сколько процентов, где-то на 40, да? Давайте, ладно, самого пика возьмем отсюда до самого лоу. 48% даже. Вау, 48%. И текущая коррекция тоже с пика до вот этой вот свечи красной, это у нас в 49. То есть примерно одинаковые коррекции, и после этих коррекций шел откуп. Честно, не думал, что мы обновим вот этот лоу. У нас тут находится зона поддержки по треугольнику. И будет очень херово, если мы закроемся ниже вот этой вот зоны поддержки. То есть если мы закроемся ниже 2163, даже 2170. 2170, если мы закрываемся на дневке, на дневном графике, это уже такой red flag, что вероятнее всего мы можем пойти дальше вниз по эфириуму. Но в любом случае такие вот коррекции жесткие по эфириуму, как видите, тоже откупались. Поэтому я пока что остаюсь быком. Свой лонг по эфириуму я держу, который заходил вот здесь вот 5300. Потом я усреднял на 2300, усреднял 2250, усреднял и 2100.
Да, так вот я откупал. Вот сегодня 200 у меня была покупка где-то, вот когда вот мы сюда спускались, вот здесь вот в этом районе я успел откупить. Вот, и я продолжаю держать свой лонг по эфириуму. И опять же, это лонг в долгосрок. У меня есть видосы, мой лонг по эфириуму, потом есть апдейт с обзором рынка про этот лонг, почему зашел. Поэтому я продолжаю держать лонг. Вероятнее всего, в этом году мы уже увидим стейкинг на эфириум, что может поспособствовать жесткому росту цены. Поэтому мои цели по эфириуму минимум это 7-8 тысяч. На 6 тысячах можно, в принципе, лонг фиксировать, а спот дальше держать. Поэтому у нас по теме тоже есть эфириум, ставка на DeFi экосистему эфириума, на токены на эфириуме, поэтому я продолжаю держать. Пока что мы находимся, вот сегодняшний день будем смотреть, как будет закрываться. Это самый получился ужасный февраль за всю историю. Ну, мы сейчас еще посмотрим. Обычно февраль это один из самых сильных месяцев для крипты. Текущий февраль 2025 года это оказался самым худшим месяцем среди всех февралей за все время на крипторынке. Да, такая вот ситуация неприятная, но когда у нас индекс страха и жадности опускается до экстремально низких значений, тогда одни из самых лучших возможностей покупать, потому что вот здесь вот нужно покупать на страхе, когда всем страшно, когда все думают, что эфириум обнулится, когда его просто хоронят, тогда нужно покупать. Не здесь, когда все говорят, что эфириум полетит, вау, все в стратосферу, нет. Когда вот именно страшно, когда страх, тогда нужно покупать. Но вы же посмотрите просто на график, ну это же видно, вот слив идет цены, там полный страх, полная апатия у людей, именно тогда нужно брать, потому что, опять же, как я говорю в своих видосах постоянно, иксы делаются в момент покупки, не в момент продажи, именно в момент покупки. Поэтому нужно в такие моменты, как сейчас, покупать. Это лично моя стратегия, лично мое мнение, лично то, как делают крупный капитал, и я двигаюсь вместе с ними. Поэтому думайте сами своей головой, что вы будете делать на этом проливе. Лично я покупаю, лонг держу. У меня, кстати, средняя цена, точка входа уже снизилась до 2350. Я сегодня смотрел, здесь вот у меня средняя точка входа. То есть, по сути, тут немножко небольшой рост сделать, и все, я уже буду в профите. Поэтому именно так нужно ходить на долгосрочные фьючерсные позиции, постепенно набирать позицию. То есть, я взял тут ордер, тут откупил, тут немножко откупил, тут откупил. То есть, потихоньку набираем позицию. Не надо там сразу котлетить, заходите котлеты вот здесь вот, и потом сидите жестко в просадке. Нет, если вы набираете на фьючерс, да и вообще на спот тоже набираете долгую позицию, то постепенно откупаете ее, чтобы у вас была хорошая точка входа. Самое интересное, знаете, что это альта. Посмотрите, вот, допустим, эфириум падает на 7%, альта падает, ну, в среднем, давайте возьмем, 5-6% в среднем она падает. То есть альта держится достойно таких проливов. В том числе, когда биткоин упадет на 5%, и альта тоже падает на 5%. То есть это значит, что продавцы в альткоинах постепенно заканчиваются. То есть все вот эти вот ритейл-игроки, все нытики, они постепенно выходят, и поэтому альта не так сильно падает, потому что, уже нет, продали уже все нытики, да. Естественно, рынок корректируется вместе со всем рынком, так должно так работать, что если что-то, весь рынок корректируется, в том числе биткоин и эфириум, то вместе с ними идут большинство альткоинов. Это нормально. Но они корректируются не так сильно, как было вот здесь вот, допустим, когда биткоин там стоил $100 тысяч, когда здесь вот были проливы, тогда альта просто уничтожалась на 20-30%. Сейчас она падает на 5-6%. Это значит, что продавцы заканчиваются. И когда происходит жесткий рост цены? Когда заканчиваются продавцы и появляются покупатели. Спрос есть, предложение падает, из-за этого цена улетает. Это типа банальный закон рынка. Поэтому просто вопрос времени, когда все улетит. Я продолжаю удерживать свои позиции в долгосрок. Ничего из долгосрочного портфеля я не продал. Вот как можно продавать, когда доминация BTC находится на хаях? Вот как здесь можно продавать? Надо просто удерживать и накапливать позиции. Что я лично делаю, каждый месяц стабильно инвестирую в крипту, откупаю и буду продолжать это делать, пока у нас альткоины сильно недооценены по отношению к биткоину. Вот, я открыл CryptoRanks, статистика по месяцам. Это у нас эфириум, февраль, минус 35%. Посмотрите, вот за все время, один раз был минусовой месяц в феврале у эфириума. И я на эту статистику тоже опирался. Вот в новогодний видос можете посмотреть, что я ожидаю на 2025 год. Я говорил, что первый квартал у нас обычно зеленый. Но это просто статистика. Вот вы по статистике посмотрите. Большинство месяцев в первом квартале они закрывались зелеными. Только вот в 2018 году, там была медвежка. Сейчас у нас бычий рынок как бы. И я удивлен, что у нас февраль реально оказался одним из самых слабых месяцев, когда это по статистике один из самых сильных месяцев. Вот, посмотрите, первый квартал плюс 59, плюс 52, минус 10. Плюс 160, плюс 3, плюс 5. Вот 2 раза, первый квартал закрывался минус. И сейчас у нас минус 35. Опять же, первый квартал еще не закончился. Еще есть время как бы. Но в любом случае, меня очень сильно удивляет первый квартал 2025 года. Бычьего рынка, что он закрывается в минус. Но, вероятнее всего, у нас может перенестись бычий рынок на весну, либо вообще на осень. Потому что ходит такая информация, что ближе к маю, возможно в мае, примут BTC резерв. Опять же, эта информация не подтвержденная, это лишь слухи. Но если примут BTC резерв, и США реально начнут покупать, не просто там, вот мы там сделали резерв из криптовалюты,
и как бы, ну и все. И на этом все закончилось. А если начнут делать действия, именно покупать, прям на баланс страны, покупать в крипту, BTC в том числе, это даст очень сильный буст цены, потому что люди начнут верить, что типа вот правительство наше покупает, значит и мы тоже будем покупать. Поэтому будем смотреть, что будет дальше происходить. Опять же, я продолжаю оставаться быком, продолжаю держать позиции, продолжаю накапливать. Вот, индекс страха и жадности на отметке 16, вчера он был вообще на отметках 10, то есть именно такие моменты создаются инвестиционные возможности, когда все боятся, когда все продают, именно тогда нужно покупать, потому что потом на истории, когда все улетит, вы будете думать, блин, надо было больше вложить, либо надо было покупать, а не продавать, но так же будет, но так всегда было, то есть люди постоянно на страхе, они покупают, боятся, а потом, когда все отлетает, когда все откупают резко, они уже думают, блин, вот надо было заходить тогда, и так повторяется из цикл в цикл, из графика в график, из криптовалюты в криптовалюту, постоянно такое повторяется, и люди не учатся на своих ошибках. Поэтому я всегда на чрезвычайных страхах покупаю, я держу фьючерсные позиции, я покупаю, я не боюсь, что будет происходить дальше, потому что у меня есть понимание, куда мы идем. Когда у нас крипторегуляторика в США просто максимально позитивная, давайте тоже это сейчас посмотрим. SEC говорит, что мемкоины не являются ценными бумагами в соответствии с законом, то есть у нас уже мемкоины отметаются, то есть SEC их не будет трогать. Потом SEC прекращает расследование против консенсуса, это создатели MetaMask. SEC отменяет судебные дела против Coinbase, это Тир-1 биржа в Америке. Короче, реально Трамп и его политика в действии, да, оно все очень медленно продвигается, но, ребят, поверьте, кроме крипты, у Трампа есть еще куча других дел, которыми нужно заниматься, да, он там вводит пошлины, которые как бы в негативе, ну, в моменте влияют негативно, но мне кажется, на дистанции это сыграет очень хорошую роль для крипты, потому что у Трампа тоже сумки забиты криптой, ему выгодно качать свою же сумку, и, возможно, мы что-то не понимаем, что он делает, но на дистанции, мне кажется, что он делает хорошие вещи правильные, потому что он бизнесмен, ему выгодно просто качать фондовый рынок и крипторынок, потому что там же его сумки лежат тоже сам, ну, это бизнесмен, у него инвестиции там есть, как бы зачем ему свои инвестиции дампить? Мне кажется, он что-то знает и делает все так, чтобы потом в долгосроке это отыграло в положительную сторону, поэтому я продолжаю оставаться быком. Также у меня есть прошлые другие видео, я уже не буду все факторы разбирать, почему будем расти, но это реально видос еще там на минут 20 затянется, смотрите мои прошлые видео, в каждом видосе я разбираю какие-то факторы, которые повлияют на рост цены. Опять же, конечно же, есть и медвежьи факторы, но я все-таки решаю оставаться на стороне быков. И есть такая вот интересная статистика, это у нас график биткоина после халвинга, и прямо сейчас мы находимся, вероятнее всего, в медвежьей ловушке. То есть, смотрите, видите, была медвежья ловушка, здесь была медвежья ловушка. То есть, это тот момент, когда очень жесткий слив происходит, когда люди уже не верят, начинают продавать, негатив нагнетается, и потом цена резко улетает. Это у нас был 2012 год, потом 2016 год, 2020 год и 2024-2025, вот, соответственно, мы здесь сейчас находимся в медвежьей ловушке. Поэтому это один из таких графиков, на котором можно посмотреть. Обычно следующий год после халвинга, то есть у нас был 2024 год халвинга, следующий год после халвинга это бычий год, и в нем обычно происходил один из самых мощных ростов. Пока что год у нас начинается очень не очень, как бы говорится. Но посмотрим, что будет дальше, поэтому я продолжаю покупать, продолжаю держать, и надеюсь, вы со мной. Пишите в комментариях, что делаете вы, покупаете или продаете, мне будет интересно почитать. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Bendy Gang, чтобы оставаться в курсе всех самых актуальных крипто-новостей и заработков в крипте, трейды, эйрдропы и много всего другого интересного, раздачи. Вот биржа BitGet, кстати, еще можно залететь до 4 марта, проходит раздача, то есть можно забрать 20 баксов на халяву. Переходите ко мне в телеграм-канал, ищите пост, пишите BitGet в поиск здесь вот и находите этот пост, участвуйте. Также мы участвуем в турнире на 50 тысяч от Электро. Тоже есть видос на канале, обязательно посмотрите, залетайте в турнир, залетайте в команду, будем торговать и забирать бабки. Также напоминаю, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Там у нас публикуются сигналы на фьючерсы, сигналы на спот. Есть вкладочка образования, где можно обучаться, читать полезные статьи, смотреть видосы, сливы из других приватных сообществ, и тут сливы с приватных других людей. Также у нас есть вкладочка курс по трейдингу, там можно обучиться трейдингу вообще с нуля. Есть вкладка сливы курсов, тут огромная база платных курсов, которые вы получаете, вступив в криптобазу от топовых трейдеров. Можете тоже перейти, обучаться, куча вот криптологи, дарк трейдеры, многие другие. Вкладочка новости, инвестиции, что лично я делаю, обзор моих портфелей, короче, все тут я публикую в реальном времени, что я покупаю, что делаю, airdропы и много другое, поэтому те, кто хотят зарабатывать в криптовалюте, вступайте в криптобазу по ссылочке в описании. Также смотрите мои прошлые видео, каждый день для вас публикую качественный контент, также хочу сказать, что я скоро улетаю в Дубай, поэтому видосов какое-то время не будет, там на недельку я в Дубай лечу, отдохнуть, почилить, возможно, какие-то нетворкинг-связи завести интересные, поэтому буду отдыхать в Дубае, буду, возможно, пилить какие-нибудь шорты, поэтому тоже шорты смотрите, стараюсь тоже каждый день их публиковать, много полезных шортов выходит, и смотрите мои прошлые видео, потому что контент реально пушка, стараюсь именно для вас, ставьте видосику лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, а мы с вами увидимся в следующих роликах, всем удачи, всем пока!